Сегодня воскресенье, и у нас поэтому подборка новостей с фронта от Руслана Левиева и Conflict Intelligence Team. Именно им я больше всего доверяю, когда хочу найти объективную информацию о том, что происходит на войне. Поэтому я попросил их собирать краткую выжимку самой важной информации и выходить с ней на моем канале. Слово Руслану. Привет всем, с вами новая сводка с Русланом Левиевым с войны. К началу этой недели российские войска сумели захватить маленькое село в 5 километрах к северо-западу от Бахмута. Это село называется Богдановка, и оно находится примерно на полпути от Бахмута до Часового Яра. Название родного города Иосифа Кобзона, к слову, да, Иосиф Кобзон родился именно в Часовом Яру. Так вот, название Часового Яра часто мелькало в новостных заголовках на этой неделе. Причиной тому стало заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, что российским войскам якобы дан приказ захватить город к 9 мая. Возможно ли это? По численности довоенного населения Часов Яр примерно в 5 раз меньше Бахмута и вдвое меньше Авдеевки. Тем не менее, я абсолютно уверен, что захватить его к 9 мая невозможно. Все последние сводки на этом канале я рассказывал об ожесточенных боях на Донецком, Бахмутском направлениях. Сражения там и так на пике своих ресурсов. Поэтому даже если представить, что такой приказ действительно существует, он никак не может ускорить темп наступления. Потому что нет каких-то незадействованных ресурсов. Особенно это касается техники. Вспомните, как в предыдущих сводках я рассказывал вам про штурмовые атаки на мотоциклах, про то, как на танк набивается по 25 пехотинцев. Как в таких условиях выполнять подобного рода приказ? Задача по захвату Часового Яра осложняется для России еще и тем, что город находится на высоте, в отличие от того же Бахмута. А штурмовать высоту всегда сложнее. Более того, основная часть города отрезана от наступающих российских сил водным каналом Северский Донец, Донбасс. Он не такой уж и широкий, всего 20 метров. Но, скорее всего, его берега будут заминированы. Плюс операторы FPV-дронов будут чувствовать себя как в тире, запуская беспилотники с основной части города, которая, я напомню, находится на высоте. Если вы откроете карты линии фронта по состоянию на середину марта прошлого года, когда был разгар боев за Бахмут, то вы увидите, что город находился в полуокружении. На него наступали и с севера, и с востока, и с юга. Если же вы откроете актуальные карты линии фронта по району Часового Яра, то вы заметите, как сильно отличается картинка. Российские войска только-только подступают к окраинам города с востока. Я не знаю, сколько продлится битва за Часов Яр, но одно я могу сказать точно. Она будет долгой. И какие-либо приказы тут ситуацию изменить не смогут. Поговорив про Часов Яр, наверное, стоит обсудить и другой пугающий новостной заголовок этой недели. В четверг, выступая перед конгрессменами, директор ЦРУ Уильям Бернс в очередной раз подчеркнул, насколько важно согласовать военную помощь для Украины прямо сейчас. Это поможет Украине удерживать свои позиции на фронте и разрушить уверенность Путина, что время на его стороне. Также он добавил, что если Конгресс не согласует помощь Украине, то есть риск, что ВСУ могут проиграть на поле боя к концу 2024 года. Или Путин окажется в такой позиции, в которой он может диктовать условия политического урегулирования. Именно в формате вырезанного из всего заявления фразы, что ВСУ могут проиграть к концу 2024 года, это попало в новостные заголовки. Давайте поговорим о вопросе, который мне часто задавали журналисты на этой неделе. А именно, есть ли риск, что Украина проиграет войну? Украине точно не грозит захват Киева. Украина точно останется независимой страной, которая сама будет определять курс своего дальнейшего развития. Развитые западные страны будут помогать ей восстанавливаться. Но как назвать ситуацию, когда значительная часть территорий, захваченных после 2022 года, будет оставаться под оккупацией? Сейчас даже выход на границы 2022 года в ближайшие 2 года выглядит довольно призрачной перспективой.
Я бы назвал эту ситуацию ситуацией непобеды. Причем для обеих сторон. Если же говорить о заявлении Уильямса Бернса, то, во-первых, оно имело целью надавить на конгрессменов, чтобы они приняли пакет помощи Украине. Во-вторых, директор ЦРУ говорил о возможном поражении на фронте, а не проигрыше в войне. Россия уже испытала несколько таких поражений в этой войне. А именно, Харьковское контрнаступление ВСУ в сентябре-октябре 2022 года и уход из Херсона. При этом войну Россия пока что не проиграла. Уильям Бернс в своих словах имел в виду, что без помощи Украина будет вынуждена отступать, а Россия продолжит захватывать новые территории. А что же Конгресс? Конгресс в итоге будет голосовать за военную помощь Украине в тот день, когда мы записываем этот ролик. В субботу. Так что на момент записи ролика я пока еще не знаю, прошел ли этот законопроект Конгресс или нет. Зато известно, что это будет, скажем так, кредитный законопроект. То есть нужно будет еще разработать план о возврате Украины части помощи в будущем. Одновременно с этим ряд сенаторов внесли законопроект о продлении ленд-лиза для Украины до конца 2026 финансового года. Напомню, что первый такой закон закончил действие в октябре 2023 года. Он был планом «Б» на тот случай, если основной механизм выделения Украине помощи даст сбой. Однако, поскольку он не был продлен, воспользоваться им в нужный момент так и не получилось. Несколько проектов исследователей по открытым данным, а именно проекты Разоргам, Военный прорицатель и Мортис Аэтерна, изучили спутниковые снимки российских баз хранения танков и бронетанковых ремонтных заводов за разное время и подсчитали, сколько у России примерно осталось танков. По всему выходит, что мощностей бронетанковых ремонтных заводов хватает, чтобы за год восстанавливать около 800 танков, снятых с хранения. Плюс Россия производит около 200 новых танков Т-90 в год. Итого получается, что на пике своих возможностей российская оборонка способна поставлять на фронт примерно 1000-1100 танков в год. При этом на хранении у России осталось еще примерно 4300-4700 танков. Если судить просто в лоб, то это как будто еще лет на 5 войны. Но на самом деле есть пара важных нюансов. Не все танки, находящиеся на хранении, пригодны для восстановления. Но и Россия не может позволить себе исчерпать все свои запасы под ноль. Всегда должен быть резерв на случай других больших войн. Пригожин на своих обличительных видео про то, как ему не дают снаряды, рассказывал, что даже в условиях большой войны часть производства снарядов уходит на хранение в резерв, а не поступает на фронт. Как итог, при текущем темпе потери производства у России есть запас танков еще года на 2 примерно. Если война продлится дольше, то, скорее всего, после этого мы увидим, как Россия начнет покупать танки у Северной Кореи и Ирана. Не имея возможности осуществлять масштабные наступательные действия на фронте, обе стороны сосредоточились сейчас на дальних ударах. Во вторник украинские силы нанесли удар по военному аэродрому в Джанкое, расположенному на севере аннексированного Крыма. Было пущено несколько ракет «Атакамс». Из-за подтвержденных потерь на данный момент можно отметить несколько машин комплекса противовоздушной обороны С-400. Есть слухи и о потерях среди личного состава, но пока эти данные выглядят слишком ненадежными. Подождем некрологов. В день удара местные жители также сняли, как шла переброска уцелевших вертолетов вглубь Крыма. О том, что у Украины есть ракеты «Атакамс», летающие на 160 километров, и что Джанкой входит в зону поражения этих ракет, было известно давно. Тем не менее, техника не была выведена из-за зоны поражения заблаговременно. Более того, первое применение ракет «Атакамс» в истории этой войны также показало беспечность российского военного командования. Это был октябрь прошлого года. Тогда были нанесены удары по аэродромам в Бердянске и Луганске. Потеряно несколько вертолетов. И это несмотря на то, что на тот момент прошло уже больше недели с момента, как стало известно, что у Украины появились такие ракеты. Потеря машин комплекса С-400 – это довольно-таки серьезно.
Помимо того, что украинские ракеты и беспилотники будут чувствовать себя чуть более свободно в воздушном пространстве в районе Крыма, так еще и возместить такую потерю очень сложно. Комплексы противовоздушной обороны – вещь сложная и дорогая, которую невозможно оперативно произвести. Это не первая потеря России таких комплексов. И ради возмещения потерь приходится срывать договоры о поставках комплексов С-400 в другие страны. Например, в прошлом году представители Индии заявили, что Россия сорвала сроки поставки С-400. На этой неделе были новости, что Иран тоже надеется купить С-400 у России. Но в ближайшие года Ирану эти комплексы явно не светят, потому что все их производство будет поступать на фронт. В ночь на среду Россия нанесла ракетный удар по центру Чернигова. Было повреждено 16 домов, больница и корпус высшего учебного заведения. По последним данным известно о 18 погибших и 77 раненых. Многие Z-каналы начали уверять, что удар был нанесен по расположению украинских военных. Причем в доказательство своей версии они привели фотографии разрушенной гостиницы, в помещениях которой виднелись двухъярусные кровати. По мнению пропагандистов, это является доказательством того, что в гостинице жили военные. Хотя лично я сам не раз ночевал в гостиницах и отелях, в которых были общие номера с теми самыми двухъярусными кроватями. Но даже если впоследствии выяснится, что там действительно были военные, все равно стоит вопрос соразмерности ущерба. Это один из основополагающих принципов международного гуманитарного права, который подразумевает, что сопутствующий ущерб, включающий в себя в том числе раненых и убитых гражданских лиц, не должен быть чрезмерным по отношению к конкретному и непосредственному военному преимуществу, которое предполагается получить в результате удара. Напомню, что в результате ударов погибло 18 человек, ранено 77. В такие подсчеты не включаются военные. Это потери именно среди мирного населения. Я не вижу, какое такое военное преимущество Россия получила в результате этого обстрела Чернигова, чтобы это могло оправдать такое количество погибших и раненых. Так что даже если впоследствии окажется, что в разрушенных гостиницах проживали в том числе украинские военные, это все равно является военным преступлением. Под конец недели произошло довольно необычное событие – крушение стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Необычно в этом событии то, что он упал под Ставрополем. Украинская сторона заявляет, что это они сбили этот бомбардировщик, применив то же оружие, которое они ранее применяли против самолета А-50. Кирилл Буданов, глава украинской военной разведки, заявил, что Ту-22М3 был сбит на расстоянии 308 километров от батареи ПВО. Но от места падения самолета до ближайших украинских позиций на пару сотен километров больше. Сложно представить, что после поражения зенитной ракетой бомбардировщик смог пролететь еще пару сотен километров. Это главный аргумент против версии причастности украинской стороны. Минобороны России на данный момент официально заявляет, что причиной крушения стала техническая неисправность. Всего было 4 летчика. 2 из них катапультировались и были доставлены в больницу. Еще 1 летчик погиб, а 4-го летчика продолжают искать. Нельзя также исключать версию дружественного огня российского ПВО. Но пока сложно склониться в пользу какой-либо из версий крушения бомбардировщика. Это не первая потеря Ту-22М3 России. В августе прошлого года один такой бомбардировщик сгорел на аэродроме Сальцы в Новгородской области в результате атаки беспилотников. Еще один Ту-22М3 получил повреждения в конце 2022 года, также в результате атаки беспилотников. Ольга Ившина из русской службы BBC сделала большое исследование по некрологам на заключенных, погибших на войне. Она взяла выборку в 1040 человек, по которым были известны и дата подписания контракта, и дата гибели. Из этой выборки 540 человек воевали в рядах группировки Вагнера, так называемые «кашники». Остальные 500 человек воевали в отрядах «Шторм» Минобороны России. Сравнение их судеб показало, что в рядах армии России заключенные чаще всего погибают уже после 2 месяцев службы, тогда как в рядах группировки Вагнера
после 3 месяцев. Более того, все заключенные, которые попадали на фронт уже через 2 недели, шли по линии Минобороны России. Среди кашников таких примеров не нашлось. Это говорит о том, что в армии подготовкой и обучением заключенных не заморачивались. Неудивительно, что сейчас среди потерь российских сил на войне заключенные составляют самую большую категорию. На 2-м месте по потерям добровольцы, подписывающие контракт, на 3-м – мобилизованные в 2022 году. Вместе с тем, стоит отметить, что еще с августа прошлого года Минобороны России прекратила практику отпускания домой бывших заключенных после полугода службы. По текущей практике заключенные получают условное освобождение, служат полгода, после чего обязаны подписать контракт, который становится бессрочным, как и у любого другого контрактника. Кстати, не путайте условное освобождение и условно-досрочное освобождение. Это совершенно разные механизмы. Ключевое отличие заключается в том, что для условного освобождения человеку не требуется пробыть в тюрьме даже 1 дня. Он может быть освобожден моментально. Интересную статистику опубликовал Судебный департамент при Верховном суде России. Оказалось, что за весь 2023 год не было ни одного человека, которого бы реально посадили за то, что он уклонялся от призыва на срочную службу. Практически все осужденные отделались штрафом. Срочная служба в нынешнее время стала гораздо опаснее, чем 2 года назад. Формально да, срочников не отправляют на войну. Однако они часто оказываются в приграничных районах Белгородской, Брянской и Курской областей, где порой погибают от обстрелов или получают ранения. К тому же с течением времени дефицит желающих отправиться на войну будет только расти. Помимо заманивания деньгами, одним из способов привлечения новых контрактников является принуждение военнослужащих срочной службы к подписанию контракта. Более того, нередки случаи физического насилия по отношению к срочникам, если они отказываются подписать контракт. И даже зафиксировано несколько инцидентов со смертельным исходом. При этом для депутатов и их детей, а также прочих важных лиц, есть такое подразделение, как Барс-Каскад. В нем вы защищены от рисков, поскольку никогда не окажетесь на передовой. Зато сможете заработать государственные награды, якобы за боевые подвиги, а также вернуться домой героем так называемой специальной военной операции. В этом отряде служил, например, сын депутата Госдумы Дмитрия Саблина, после того, как его обвинили в уклонении от мобилизации. Фотографии депутата Виталия Милонова, снятые якобы на фронте, они тоже оттуда. На этом по сводке у нас на сегодня все. Встретимся с вами на следующей неделе.